После обмена ударами Иран и США продолжают угрожать друг другу ответными ударами. Но это не мешает переговорному процессу, сообщают осведомленные источники. Эрдоган намекнул Нетаньяху, что удары по Сирии и Ливану угрожают Турции, и он этим очень недоволен. Си закончил визит в Пхеньян, Тайвань продолжает военные учения на случай атаки Пекина, а Филиппины направили дипломатический протест Китаю из-за плавучего объекта у спорного рифа Скарбора. Новый взгляд на альтернативную энергетику. Британские разработчики научились вырабатывать электричество с помощью бактерий, живущих в почве. Теперь живет как настоящий президент. В Бангладеш знаменитого буйвола по кличке Дональд Трамп поселили в зоопарке и даже установили вентиляторы в просторном вольере. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Очередной виток противостояния между США и Ираном развернулся в ночь на 10 июня. Поводом для эскалации стало уничтожение американского ударного вертолета «Апачи» в районе Ормузского пролива. По данным Вашингтона, вертолет был сбит иранским беспилотником. Президент США Дональд Трамп заявил, что оба пилота остались живы. В ответ Центральное командование вооруженных сил США провело операцию против иранских военных объектов. Как сообщили в Центком, американская авиация нанесла высокоточные удары по системам противовоздушной обороны, пунктам управления и радиолокационным станциям на юге Ирана вблизи Ормузского пролива. В Вашингтоне подчеркнули, что считают операцию пропорциональным ответом на действия Тегерана и атаки на международное судоходство в регионе. Ответ Ирана последовал уже через несколько часов. Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции против американских военных объектов на Ближнем Востоке. По данным иранской стороны, по целям были выпущены дальнобойные ракеты и беспилотники. Тегеран заявил, что под удар попали объекты США в Иордании, Бахрейне и Кувейте. Особое внимание было уделено авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В Иране утверждают, что целью атаки стали ангары для американских истребителей F-35 и командный центр базы. Однако власти Иордании сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили 5 иранских ракет еще на подлете к району базы. По официальным данным, обломки упали на территории страны, но жертв и разрушений удалось избежать. Кроме того, иранские источники заявили об ударах по объектам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. После завершения обмена ударами обе стороны выступили с жесткими заявлениями. В Тегеране предупредили, что любые новые действия США приведут к более масштабным и более разрушительным ударам по американским объектам в регионе. В свою очередь, Центком заявила о готовности защищать свои силы и союзников от дальнейших атак. Нынешний обмен ударами стал одним из самых серьезных эпизодов противостояния после заключенного ранее перемирия и вновь поставил под вопрос перспективы дипломатического урегулирования конфликта. Представитель МИД Ирана Исмаил Багай заявил, что Тегеран рассматривает дипломатию и военную силу как взаимодополняющие инструменты защиты национальных интересов и подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы без колебаний отвечать на угрозы. Необходимо правильно понимать ситуацию. Дипломатия и военные действия не отделены друг от друга. Это два параллельных инструмента, которые используются для защиты национальных интересов и национальной безопасности Ирана. Там, где это необходимо, наши вооруженные силы отвечают противнику силой и мощью. Нет необходимости дополнительно это объяснять. События прошлой ночи показали, что вооруженные силы Ирана не колеблются, когда речь идет о защите страны. Тот же принцип действует и в дипломатии. Руководство страны использует дипломатические инструменты там, где это необходимо, а когда требуется, опирается на военный потенциал для защиты государства. К сожалению, Соединенные Штаты подрывают этот дипломатический процесс, как своими противоречивыми заявлениями, так и постоянно меняющимися позициями и требованиями. Более того, они неоднократно нарушают режим прекращения огня. И это касается не только США. Сионистский режим также наносит ущерб этому процессу, неоднократно нарушая перемирие в Ливане. Очевидно, что любой дипломатический процесс страдает, когда применяется сила и совершаются незаконные действия на поле боя. Также президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна должна выйти из состояния ни войны, ни мира, подчеркнув, что Тегеран не намерен уступать под давлением или угрозами. Мы должны выйти из этого состояния ни войны, ни мира. Война, безусловно, не отвечает интересам страны. Но если они думают, что, посягая на наше достоинство, нашу территорию и нашу родину, смогут заставить нас капитулировать или отступить, то пусть даже не мечтают об этом. Мы не отступим. Невозможно заставить страну сдаться с помощью авиации и бомбардировок. Им не удалось принудить к капитуляции даже Газу, небольшой участок земли, после 3 лет ударов. Им не удастся заставить Иран сдаться своими угрозами. И я, безусловно, не сдамся.
Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social заявил, что иранские вооруженные силы якобы разгромлены, а Тегеран слишком долго затягивал переговоры с Вашингтоном. Он также предупредил, что теперь Ирану придется заплатить цену за отказ от сделки, которая, по его словам, могла быть выгодной для страны. При этом, по данным Reuters, катарские посредники прибыли в Тегеран после консультаций с США в попытке продолжить переговорный процесс. Вооруженные силы Ирана находятся в состоянии полного и окончательного хаоса. Большая их часть, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существует, они полностью разгромлены. Иран только говорит, но ничего не делает. Ближневосточный хулиган мертв. Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы очень выгодной для них, а теперь им придется заплатить цену. Президент Дональд Трамп. После нового обмена ударами между США и Ираном инвесторы вновь следят за ситуацией в Ормузском проливе, одном из ключевых маршрутов поставок нефти в мире. На этом фоне цены на нефть остаются высокими. Брент торгуется около $91 70 центов за баррель, а американская WTI выше $88. Эксперты отмечают, что военные действия вернули на рынок так называемую премию за риск. Это дополнительная надбавка к цене нефти, которую рынок закладывает из-за опасений перебоев поставок. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа, поэтому любые боевые действия в регионе могут повлиять на экспорт энергоносителей. При этом кадры из Оманского Муссандама показывают, что движение торговых судов через пролив продолжается. Президент США Дональд Трамп теряет политическое влияние, а его союзники и однопартийцы все чаще игнорируют его позицию. Об этом пишет немецкое издание Bild в колонке корреспондента Герберта Бауэр-Небеля. В качестве примера автор приводит недавнее обострение между Израилем и Ираном. По данным СМИ, Трамп призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от ответного удара по Ирану. Однако израильская сторона все равно провела атаку. Профессор университета Мэна Скотт Эрб заявил Bild, что Трамп входит в фазу хромой утки, когда президенту становится все сложнее рассчитывать на поддержку Конгресса и влияние на международных партнеров. По мнению автора, на позициях Трампа также сказывается затянувшийся конфликт вокруг Ирана, отсутствие прорыва в вопросе войны в Украине и падение рейтингов. На улицах Тегерана все чаще звучат призывы к жесткому ответу США. На фоне обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном жители иранской столицы заявляют, что страна не должна оставлять атаки без ответа. При этом многие надеются, что стороны все же смогут вернуться к переговорам и избежать новой большой войны на Ближнем Востоке. Когда с вами разговаривают неподобающим образом или относятся к вам плохо, вы должны отвечать соответствующим образом. Нельзя просто стоять и наблюдать. Нельзя оставаться пассивным. В конфликтах вопросы не решаются мягко. Лично я считаю, что чем скорее все это закончится, тем лучше. Надеюсь, что наш народ, наше правительство и весь мир придут к миру и спокойствию. Я хочу, чтобы у Ирана были отношения с Америкой. Но не таким образом, чтобы это вредило интересам Ирана, а другая сторона использовала давление и принуждение, заставляя Иран принимать навязанные условия. Учитывая нынешнюю ситуацию и то, что сейчас проходит чемпионат мира, я сомневаюсь, что в течение ближайшего месяца противостояние будет расширяться. Но после чемпионата мира, если соглашение не будет достигнуто, существует вероятность начала войны. Ответ должен быть зеркальным. Если по тебе наносят удар, ты должен ответить ударом. Но если стороны откажутся от войны и перейдут к переговорам, то, на мой взгляд, это будет лучше для всех. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган заявил, что удары Израиля по Сирии и Ливану создают угрозу и для Турции. По его словам, Анкара внимательно следит за ситуацией в регионе и готова жестко реагировать в случае нарушения своих интересов в Восточном Средиземноморье. Также Эрдоган призвал международное сообщество занять более активную позицию в отношении Израиля. Атаки Нетаньяху и его сети убийц на Сирию и Ливан достигли такого уровня, что представляют угрозу для Турции в той же мере, что и для этих двух братских стран. Мы не будем закрывать глаза ни на одно нападение против наших братьев – Сирии и Ливана. Сейчас эти люди и их исполнители разъезжают повсюду, выступая с так называемыми угрозами в адрес Турции. Вам даже не нужно об этом говорить. Мы и так прекрасно знаем ваши намерения, ваши цели и ваш замысел. Мы очень ясно видим, к чему вы стремитесь. Нам хорошо известна конечная цель иллюзии о земле обетованной. С Божьей помощью мы никогда этого не допустим. Израиль необходимо остановить. Это долг человечества и всего фронта человечности. Нельзя допустить повторения истории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже ответил на обвинения Турции и назвал президента Эрдогана антисемитским диктатором.
Антисемитский диктатор Эрдоган, который совершает геноцид курдов, поддерживает террористическую организацию Хамас, угнетает собственный народ и сажает в тюрьму политических соперников. Последний человек, который может читать государству Израиль лекции о морали. Государство Израиль и Цахал, самая моральная армия в мире, продолжит решительно действовать против Ирана и его прокси-сил, которые представляют угрозу для Ближнего Востока и всего мира. После 2 дней переговоров, торжественных церемоний и демонстрации тесных связей между Пекином и Пхеньяном, председатель КНР Си Цзиньпин завершил государственный визит в Северную Корею. Во второй день поездки китайский лидер вместе с Ким Чен Ыном посетил монумент китайско-корейской дружбы, посвященный китайским солдатам, погибшим в Корейской войне, а также партийную школу по подготовке руководящих кадров. Лидеры 2 стран приняли участие в церемонии посадки дерева и провели совместный обед с участием первых леди. По данным северокорейских СМИ, в ходе встреч стороны подробно обсудили дальнейшее развитие отношений между 2 странами и вопросы региональной безопасности. После завершения визита Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Пхеньян достигли важных договоренностей и намерены продолжать укреплять сотрудничество. В аэропорту китайского лидера лично проводил Ким Чен Ын, после чего самолет делегации вылетел в Китай. Вооруженные силы Тайваня провели учения с использованием американских реактивных систем залпового огня «Химмерс». Военные отрабатывали сценарий отражения возможной морской высадки противника и действия по принципу «выстрелил и сменил позицию», чтобы снизить риск ответного удара. Учения впервые прошли на западном побережье острова, обращенном к материковому Китаю. Тайвань продолжает модернизацию армии на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Пекином, который считает остров своей территорией и не исключает применение силы для установления над ним контроля. Прежде всего, это первый случай, когда мы проводим боевые стрельбы одновременно на северном и южном берегах реки Дадзя. В прошлом году, сразу после получения системы «Химарс», мы отправились на полигон Цзюпен для проведения испытательных пусков. В этом году впервые получили приказ быстро выдвинуться на позиции и провести боевые стрельбы с северного и южного берегов реки Дадзя. Офицеры и военнослужащие строго следовали инструкциям инструкторов, полученным в ходе подготовки, а также стандартным процедурам, успешно выполнив все поставленные задачи в рамках учений. На фоне продолжающегося спора в Южно-Китайском море Филиппины потребовали от Китая убрать плавучую конструкцию, обнаруженную у спорного рифа Скарборо. Власти страны заявили, что не допустят превращения атолла в искусственный остров и уже направили Пекину дипломатический протест. По данным береговой охраны Филиппин, объект мог быть установлен китайскими исследовательскими судами. Напряженность между 2 странами сохраняется на фоне регулярных инцидентов в акватории, на которую претендует Китай. В ночь на 10 июня Украина провела одну из самых масштабных воздушных атак по территории России за последнее время. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 326 беспилотников. Под удар попали Чебоксары, где, по данным Астра и украинских хостинг-каналов, атаковано оборонное предприятие «ВНИР Прогресс», выпускающее компоненты для российских дронов и ракет. Мониторинговые ресурсы сообщили, что для удара использовали украинские ракеты ФП-5 «Фламинго». Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетную атаку. Пострадали 3 человека. Также сообщается об атаке на нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области. По данным местных властей, повреждения получили несколько промышленных объектов. Украинские и российские мониторинговые ресурсы пишут о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ, одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Поволжья. Кроме того, пожары после атаки беспилотников произошли на 2 объектах во Владимирской области. Впервые с начала войны режим ракетной и беспилотной опасности объявили в Омской области. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары «Фламинго» по российским объектам. Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские ФП-5 «Фламинго» поразили военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупантов компонентами для дронов и ракет. Благодарю вооруженные силы Украины за точность. Также минувшей ночью был поражен нефтеперерабатывающий завод Куйбышевский в Самарской области. Расстояние от линии фронта более 900 километров. Благодарен воинам сил специальных операций, сил беспилотных систем и Главного управления разведки. Справедливое возмездие от Службы безопасности Украины настигло и 2 объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирской области на расстоянии 700 километров. Благодарю всех, кто сражается и работает ради Украины. А в Дагестане, в городе Кизилюрт, произошли 3 взрыва на магистральном газопроводе, после чего вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне города. По предварительным данным, огонь охватил газораспределительную станцию. Причины происшествия выясняют. Москва заявила, что новый пакет санкций Евросоюза против российского экспорта и компаний не даст результата. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на них.
В Брюсселе, видимо, такое ощущение, никак не хотят понять, что своих целей, а именно повлиять на нашу суверенную политику, они как не достигли, так и не достигнут. Но поскольку санкционный маховик евробюрократы уже не в силах остановить, и самое главное, потому что ничего другого они уже не умеют, им остается только грозить нам новыми ограничениями, не задавая самим себе вопрос, а к чему эти ограничения приводит сам Брюссель. При этом антироссийские санкции ведь все больше приобретают, по сути, международный, экстерриториальный характер. Акцент делается на взаимодействии России с ключевыми ближайшими торгово-экономическими партнерами. Число стран, чьи эконом-операторы попадают в ЕСовские так называемые черные списки, неуклонно растет. Это вызывает недовольство у стран мирового большинства, которые смотрят уже на Европейский Союз и на Брюссель как на умалишенных. Потому что вводимые ограничения дестабилизируют энергетические и продовольственные рынки по всему миру, рынки промышленного сырья, подрывают устоявшиеся производственные, логистические и транспортные цепочки, наносят ущерб самому Брюсселю. Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше государств разделяют и поддерживают такой подход. И, разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги. Москва также раскритиковала планы Евросоюза направить военные корабли в Средиземное море для остановки и досмотра судов так называемого «теневого флота», перевозящего российскую нефть. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала это решение неприемлемым и заявила, что оно приведет к дальнейшему росту напряженности. Задействование Европейским Союзом кораблей, развернутой в Средиземном море военно-морской операции «Ирине» для досмотра или захвата, как теперь они говорят, судов, перевозящих нефтепродукты, станет грубейшим нарушением международного права. Хотели бы также напомнить, что определение, как они там используют фразу «теневой флот», отсутствует в международно-правовом поле. Если где-то они найдут, пусть покажут, но они нигде не найдут, если только сами куда-нибудь не впишут. Это политический вымысел Европейского Союза, его стран-членов и всего этого, так сказать, русофобского меньшинства. Досмотр и задержание гражданских судов, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства под надуманным предлогом, без санкций Совета Безопасности ООН и вопреки международному морскому праву являются противоправными действиями. Тем самым Европейский Союз несет прямую угрозу безопасности мореплавания, так как использует военно-морские силы для запугивания коммерческих перевозчиков. Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов для защиты морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос дальнейшего участия Армении в организации договора о коллективной безопасности должен быть решен в ближайшее время. По его словам, Ереван не участвует в работе организации и имеет задолженность по членским взносам. Армения действительно в очередной раз не участвовала в мероприятиях ОДКБ, хотя она остается формально полноправным членом. Государственный флаг Армении наряду с флагами других государств ОДКБ здесь присутствует. Конечно, напрашивается какая-то параллель между тем, как Армения относится к участию в Евразийском экономическом союзе и в организации договора коллективной безопасности. Мы сейчас пока еще ничего не решили. Я хочу поставить вопрос ребром, но он пока не стоит ребром. Но решать этот вопрос буду не я, говорил Никола Иванович Пашинян, а будут граждане Армении решать на референдуме, где им хочется быть, в Евразийском экономическом союзе или в Евросоюзе. Но пока, и они все это активно отмечают, армянское руководство, пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речи не идет, потому что мы еще не вступили в Евросоюз. Но, вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром. И об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕАЭС. И здесь придется, конечно, разбираться достаточно оперативно. Просто не потому, что мы не уважаем выбор армянского народа. Мы хотим знать этот выбор. Так что здесь речь идет не о том, чтобы не уважать интересы Армении, а о том, чтобы уважение к воле армянского народа
было проявлено поскорее, чтобы эта воля еще имела, чтобы этот народ еще имел возможность выбирать, а не быть поставленным перед фактом. Ну и то же самое относится к ОДКБ. Тут, правда, никаких референдумов никто не упоминает. Кстати, вот 7 июня, в день как раз выборов в Армении, мой коллега Арарат Самвелович Мирзоян на вопрос, как насчет ОДКБ, он заявил: мы взносы не платим, потому что попросту не участвуем. Это вот прям цитата, практически можете найти ее. 7 июня это было, по-моему. Что в этой ситуации делать, мы сегодня это обсудили. И уже более 2 лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ, ситуации, которая предусмотрена Уставом Организации договора коллективной безопасности. И мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ. В Барселоне необычным образом встретили визит папы Римского Льва XIV. Ночью около 500 верующих собрались на смотровой площадке башни Torre Glorias на высоте 125 метров над городом для молитвы и евхаристического поклонения. С площадки открывается панорамный вид на Барселону, включая знаменитый храм Саграда Фамилия. Участники называли происходящее особым духовным опытом, а организаторы отметили, что хотели присоединиться к главным событиям папского визита в город. Папа Лев XIV прибыл в Барселону в рамках недельной поездки по Испании. Центральным событием его визита должно стать открытие новой башни Саграда Фамилия, которая после завершения строительства станет самым высоким храмом в мире. Британский стартап Bactery тестирует необычный источник энергии. Устройства, которые вырабатывают электричество прямо из почвы. В основе технологии лежат естественные бактерии, живущие в земле. В процессе разложения органических веществ они выделяют электроны, которые система собирает и преобразует в электрический ток. Разработчики считают, что такие почвенные батареи могут стать альтернативой обычным батарейкам для датчиков влажности, метеостанций и другой техники, работающей на фермах или в удаленных районах. Устройство способно функционировать круглосуточно и не зависит от солнечного света. Сейчас первое поколение системы производит сравнительно небольшое количество энергии, эквивалент примерно 10 батареек AA в год. Однако компания рассчитывает повысить эффективность технологии и в будущем использовать ее как дополнение к солнечной энергетике. По словам разработчиков, срок службы таких установок может достигать 30 лет без обслуживания. Скорее всего, в будущем мир будет использовать комбинацию различных технологий для достижения климатических целей и перехода на возобновляемые источники энергии. Именно в такой системе я вижу место нашей технологии. Она может эффективно дополнять уже существующие решения, например, солнечную энергетику. Когда солнца нет, наша система все равно продолжает вырабатывать электричество. Возможно, ее производительность на единицу площади будет ниже, чем у солнечных панелей, но она работает круглосуточно. Поэтому такая технология может стать резервным источником энергии или дополнением к другим возобновляемым источникам. Белый буйвол-альбинос по кличке Дональд Трамп, ставший интернет-сенсацией в Бангладеш, теперь живет в национальном зоопарке Даки. Животное получило свое прозвище из-за светлой шерсти на голове, напоминающей прическу президента США. Накануне праздника Курбан-Байрам буйвол привлек большое внимание в социальных сетях. После вмешательства властей его решили не отправлять на традиционное жертвоприношение и перевезли в зоопарк. Там для редкого животного создали особые условия. Установили вентиляторы, оборудовали просторный вольер, а сотрудники регулярно охлаждают его водой и следят за состоянием здоровья. Необычный питомец быстро стал одной из главных достопримечательностей зоопарка. Посетители шутят, что буйвол живет как настоящий президент, отмечая повышенное внимание к его содержанию. По словам специалистов, белые буйволы встречаются в Бангладеш крайне редко, что вместе с необычным прозвищем и сделало животное знаменитым.